Скажите, какие от Паши с фронта новости? Вот он звонил, чтобы не соврать, недели полторы, наверное, назад. Все под вопросом, приедет ли он сюда. Потому что он в Саратове подженился, видать, какая-нибудь такая ушлая, блин. Его быстренько прибрала, видать, к себе. Ну, сейчас такие деньги же, выплаты. Как? Так что не знаю, приедет он сюда, не приедет. Я к жене поеду. Да, а то у него жена там. Пока не пошел туда, его не забрал никакой жены. Ничего не было, просто... Хотя он говорит, я с ней 3 года общался. Ну, как-то общался, мы даже ни разу ее, допустим, за 3 года раз-то хоть ты привез бы ее сюда. Нет, конечно, я говорю, какая-нибудь такая битая бабенка попалась. В ЗАГСе вот была одна женщина у меня и говорит, ты знаешь, сколько я людей расписала, сколько я за свою жизнь только не расписала. Да, да, как серьезно, вот эти, когда серьезно. начали мобилизованных, они прям как эти начали штабелем, распишите срочно, 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 распишите, забирают. И вот Да. так вот все бабы с ума сошли. Ну, конечно, все чувствуют денег, все хотят денег. Как я Пашке говорю, Наня, я скоро говорю, приду туда. Он говорит, мать, приезжай, говорит, я тебе говорит, автомат дам в руки. Говорит. Я говорю, ты мне только это, хохлов, говорю, там немножко оставь живых. Смеется, подбадриваю его. Он меня, я его как-то вот так вот. Лишь молчание палаты, за спасение награда. Вдруг глаза рядом и слеза у комбата. В Чечне за 10 лет, там 7 человек за 10 лет, а это тут за год. Подождите, а еще раз, сколько в Новоузенске погибло уже? 9. А вот сейчас тут фотографии, вон лежат их. От губернатора вот хоронили на той неделе. Сафаров Денис Татарин похоронили. От губернатора венок, все. И представитель с правительства приезжает всегда. Ну, у нас 3 с тюрьмы были, ушли в частной военной компании, ЧВК. Ну, сказать, или живой, вот этот татарин сидел за убийство и погиб. Что люди в городе вообще думают? Не поддерживают? Ну а куда же деваться? Вот сейчас я, как председатель Совета ветеранов, уже где-то под 1 миллион денег собрали. Бензопилы, лекарства, генератор ток давать. Вот сейчас только замглавы звонил, бензопилы и еще генератор купить. Вот полиция вот только сдала 50 тысяч. Ну, с них надо побольше было брать. Ну как, тоже. Они тоже туда, мы это уехали. Ну, не сравните наши зарплаты. Нет, но они уехали служить туда. Ну, типа, как у этого, да? Ну, Сталинский не на заслон. передовой, а... Сталинский заслон. Да, да, сзади. Стреляют сзади. Да ну, бросьте. Города освобождают, они это там за порядком глядят как-то. Все в перчатках. Да. Быстро разбираем. Те, кто повыше, берем карты эти. Давайте, я высокая. Быстрее, скорее. Держи. В перчатках. Держите. Эх, погиб. Кто еще? Быстрее. Да, пожалуйста. Чего ты смеешься? Человек погиб, а ты смеешься. Сегодня на митинге присутствуют воины-интернационалисты, ветераны боевых действий в Демократической Республике Афганистан. Рядом с нами участники антитеррористических операций на Северном Кавказе, участник специальной военной операции на территории Украины. Слово предоставляется главе Новоузенского муниципального района Андрею Андреевичу Апалько. У нас с вами стало хорошей традицией ежегодно в этот день встречаться здесь, встречаться на этом месте. Траурный день, день, который объединил многих участников локальных войн. 24 февраля 2022 года Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на территории Украины. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Сегодня мы вспоминаем воинов, наших земляков, погибших в ходе спецоперации на территории Украины. Плотникова Павла Сергеевича, Абдулова Альбека Бактагиреевича, рядовой, Сафарова Дениса Раильевича. И сегодня в 13:00 мы приглашаем всех присутствующих на патриотический концерт в Дом культуры. Портреты выше, лица не загораживаются. Выше. А вот это участников, ветеранов не видать. Ну да, я тут стою. Там мне пение какие-то за газ.
начинает еще 40 тысяч, чтобы ее выплатить. Я 40 заплатил за все, и еще 40 с меня требуют. Ну, как... Ты долго здесь будешь? Нет, я в конце месяца уезжаю обратно. Ну, давай я сейчас без комментариев срочно буду разбираться. Сотовый дай свой. Ну, в общем, на днях я наберу тогда. Ага, спасибо большое. Все. Всех благ. И вам всего хорошего. Ну что, скоро вернемся еще. Сделали полигон для уничтожения старых боеприпасов. И вместе с ненужным народом. Открывали ящики цинка, привезли на корт 30-миллиметровый. Мы этот цинк открываем, это он ржавый. Все боеприпасы ржавые просто. Даже стрелять невозможно, его в руки страшно взять, он в руках он взорвется. Да у нас командир был такой, стрельба начинается, он в блиндаж прыгает и все, он оттуда не вылазит. А группа как сама хочет, так и двигается. У нас не раз с ним стычки были там, да, на отдых приезжаем, подрались с ним не раз. За это я ему высказывал постоянно в глаза. Но он и сам не скрывал. Я честно говорю, о своей шкуре думаю. Не, я его не осуждаю, конечно, может в чем-то и прав, у него семья, дети там. Конечно, об этом надо задуматься. Над нашей родиной дым, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. К тишине я долго привыкал. Дроны не летают там с воздуха, не скидывают в стаканчиках гранаты. Как они летают? С воздуха смотрят, стаканчик бах, прям в окоп кидают. В открытый люк в танк попадают. Вот мы как раз под вечер с Лехой сидели. С Чувашем там, с пацаном. Сидим, он обкладывает все ближе. А я в спальном мешке как лежал, глаза закрыл, уже начинаем молиться про себя. Пуф, взрыв такой. Я все, глаза открываю, я думал, все, дверей на блиндаже нету, пыль стоит везде, крыша вся вот так сломанная. И он Леха кричит: плечо. Ну, буквально 2,5-3 минуты, 6 трехсотых. Некоторые тяжелые, вот. Не знаю, позывной у него такой ха-ха был. Да, я говорю, а почему ха-ха? Он говорит, смеяться люблю. Взрывной волной его как-то перевернуло, и он влетел так в окоп, то что у него коленный сустав вообще вывернул так, и открытый там перелом, ногу вообще вывернуло. В бою ты уже не думаешь ни о чем. Когда бой идет, уже, я думаю, что где поудобнее позицию взять, чтобы произвести выстрел вперед, чтобы не тебя домой 200 привезли, а пусти его раньше. Зато такие, как они, нацисты, меньше разрождаться будут. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: мертва. Света сразу в голос заревела: нет, не надо! Раздался крик: люди! Разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб. Папу с мамой немцы расстреляли. С октября по февраль, 4 месяца возьмем. Все вместе я получил 444 тысячи с копейками.
за все время. Ну, за 4 месяца. Ну, это получается там 100 с лишним. Там. Вот. Хотя нам говорили 200 будет с лишним. Это большие деньги для Новоузенска. Да для Новоузенска, я не знаю, 100 тысяч. Тут какая зарплата? 12-15? Жена довольна? У меня нет жены. Нет, я же вот когда позавчера вот в суд подал заявление на развод, потому что мы не живем уже с 19-го года совместно. Как я слышал, она из-за чего не разводится, потому что пока я там служу, сами, наверное, слышали про это, если 200-й, то семье выплачивается там сумма. А зачем она ей упадет, если она мне никто с 19-го года? Она мне за все время, я не знаю, даже пачки сигарет не купила. Мальчик лежал посредине России. Всех ее Паша, Тарук и Асим. Что же ты сводный? Докажем. Асилем? Вот он фашист. Докажи Асим. Я же говорил, я с тех мест только пришел. Я 12 дней дома побыл. И сразу туда ушел. Сейчас с меня все сняли. Чистый стал. А если война продлится еще 5 лет, вы готовы все 5 лет воевать? Конечно. Ну а тут что делать? Ходить там за 15 тысяч где-то работать, либо в Москву ездить. А вы знаете, на что потратите деньги? Да я их уже потратил. Я же в приют там на 42 тысячи, что ли, собрал детям. Отправил туда, в центр семья. Вот на днях. Да и так тоже с долгами раскидался. Вот эти крайние 3 сутки я вообще не спал. Не могу спокойно спать. Уже чего-то не хватает. Ни адреналина нет, ничего спокойного. Как-то уже нет, они по мне. Хочется назад? Конечно, вот сейчас я уже и билет заказал, сейчас купил. Все за Путина. Таких смартфонов Конечно. еще не видели. Успейте купить со скидкой Путин у до нас 40% сила. на Wildberries. Вот я уважаю за все. Вот сейчас война у нас началась. Кто сейчас впрягается? Путин. Где у нас там это землетрясение произошло в этом, в Турции? Вот. Помогли. Нам кто помогает? Никто не помогает. Путину все кидают, а Путин всем помогает. А вам как-то Путин помогает? Конечно, помогает. И пенсию прибавляет, блин, брату, блин. И матери прибавляет. Ну, копейки, но все равно, ну, миллиарды, блин, людей. К Новому году по 5 тысяч прям дал нам всем пенсионерам. Пенсионерам. Вот, я и говорю, он Путин, он, я за него прям... Это человек, нормальный человек. А так вот сейчас хотя бы понемножку, вот в феврале, да,
тоже немножко он прибавил. И нам, и инвалидам. Ну, это мы же не одни тут. Да. По всей России это посчитайте. Сколько людей тут Ну, было. по 200 рублей. Ну, так, нормально тоже хотя бы. Сколько Да. ты? Миллиард, считай. И кидали мусор. Вот это вот я тоже забивал. Вот. Потому что комната открыта была, там окна, все это. Короче, ну, вода Вот, да? замерзала. Это я все сам делал. Вот. С больной ногой. Ну, обидно, что вам все-таки государство как не помогает. Ну, я не С знаю. этим разобраться. Уже самим-то сложно уже. В смысле обидно? Ну, блядь, обидно, конечно. Ну, блин, ну, как это так не быть? Живем, блядь, в говне, нахуй. Ну, да, блин. С одной стороны. Ну, вот снимите вот это вот после пожара. Ага, вот, да, вот потолок. Это мы еще очищали. Да, вот тут мы очищали. Ну, обидно, конечно. Всем обидно. А если поменять президента, это все можно решить? Президент вообще, я даже не думаю менять его. Тогда Вы не знаю, что? что будет тогда. Нет. это. Не, я даже против Путина, нет. Вы что, не. Насчет Путина. Я лучше нахер в шалаше буду жить, но лучше Да. с Путиным нахер. Почему? Потому что это как его. Потому что Путин, он Путин. Да. Он хоть и странно помогает, но Да. и мы немножко тоже живем. Не, Путин Когда я есть, менять у не него буду. Я вот прям по чесноку говорю, блин. Путин, да, базара нету. А от чего тогда у нас все проблемы? А из-за чего? А вот подумайте вы сами. Путин страну с колен поднял. Да. Вот. Вы сами знаете. А почему так плохо живем? Потому что, знаете чего? Как говорится, депутаты себе кусок сами хотят урвать. Да. Может, и денежки не доходят сюда. Понимаете? Он все выделяет, может быть. Вот. Но насчет Путина я Мы ничего вот не в говорю. 2001 живем году, да? Сколько писали Путину письмо, даже в Москву сами бросали туда Путину письма, не доходили. У нас Потому что здесь крыша рвут, текет, все текет. Там знаешь, сколько этих писем? Ну вот. Щупак уже наш живут нахер. Вон горят дома нахер, блядь. Мы еще, блядь, как говорится, поэтому живем здесь. По закону каждому из нас, как гражданину, обязаны предоставить жилье, комфортное, достойную там зарплату, если ты работаешь. Ну, почему этого нет? Нефти много, газа нет, а до народа не доходит. Вот это не знаю. Почему, блин? Ну вот сейчас вот, поймите, вот вы сейчас вот не в тему, просто не в тему. Так. Сейчас война идет, блин, ну просто, блядь, как говорится, столько пацанов тоже проебает. Да. Наших ебать. А вы хотите, ебать, что-то, блядь, что-то устроить тут, ебать, жизнь хотите? Ну какой тут жизнь, ебать, блядь, хотя бы с войны пришли пацаны нормальные, ёпта. За что сейчас мы воюем? За что? За нашу ёкарную бабебину. За Россию. За народ наш ёкарную бабе. За что мы воюем? Кто эту войну начал? Мы, что ли? Вот живем и живем, никого не трогаем, никому не мешаем. Спасибо батеньке, что нам так разрешил жить, блин. А мог не разрешить? Мог бы, мог. Почему он делает с людьми все, что хочет? Вот, потому что на руля стоит. Вот ты придешь к рулю, посмотрю, как ты будешь делать. Он выбранный президент, он должен интересы народа
Кто его выбирал, потому что нахуй его никто не выбирает, его выдвигают сами нахуй. Его же партии нахуй забрасывают, да и все, и что там. Я за него сколько лет уже не голосую, давно, блин. Хули толку. Я знаю, потому что я просто иду, чтобы меньше вбросов было, блядь. Чтобы хотя бы моя анкета там, как чтобы она полная была. Как нам найти нового президента? А мы его искать не надо, без тебя найдут. Ты кто такой тут в колхозе, в глубинке? Почему ты вот, блядь, сейчас ты нашла? Я что ли вот тут, вы там все делаете в Саратове, в Москве, блядь. Вы же там все делаете. Мы тут вообще никто. И зовут нас никак. Да мы там тоже. Вот. Вы гражданин этой страны, у вас есть голос. Голос есть? Да. Ага. Есть у тебя голос, да? Нас от тебя по сайту нет никакого голоса. Вас не за что сажать. Был бы человек. Эти слова я слышу не первый раз. Как? Был бы человек, да, любого начальника, блядь, или мента, блядь, повыше рангом. Был бы человек, а уж посадить найдут, за что, не волнуйся. Пейте чай, девчонки, пейте. Остыл же. Вот вы запугали вас. Нас не пугают. Мы просто привыкшие К чему? к жизни к такой. Так может пойдем в администрацию? Че? Ну, выбивать, чтобы дом, что с домом сделали. Да нет, без толку. Вы понимаете, тут уже сколько лет люди бились. А что толку? Бездействие надо как было, так и будет бездействие. Это надо уже в Московскую Госдуму лезть. А кто полезет? Я, там, мать и все. Остальные будут в жопе язык держать. Они только ходят тут по общаге, орут все. А сейчас коснись, они все в жопе язык будут держать, потому что боятся. То есть одному идти, думаете, как бы вообще? Да без Надо собрать людей. без толку. Потому что я сталкивался с этим, не один раз сталкивался. Один лезешь, тебе быстро рот закроют. Скажите, а если пойдем в администрацию просить, чтобы вместо этого дома дали квартиру, вы пойдете с нами? Да нет, спасибо, нет, не надо. Почему? Ну, жизнь такая, ведь. Сейчас в основном равнодушие. Так кому мы нужны? Никому не нужны. Россия социальное государство по Конституции. Значит, обязана обеспечить достойную жизнь своим гражданам. Почему на вас нет денег? Ну, такая система, или как сказать. Это справедливо? Нет, конечно, не справедливо. Но я уже смирился, главное в мире здоровье. Смирился с этим. Вот у нас Гусев тут забил все. Ё-моё, бля. Сюда не зайти, он на что, забил, что ли? Ёлки-палки. Ой, вот сейчас вот так вот я нечаянно раз оступлюсь, и все, я ушла вниз, без парашюта. А где перила? Ну, перила они пока забрали в администрацию. Зачем? Ну, не знаю, думали, наверное, чтобы здесь не украли. Здесь тоже оставлять опасно, могут сдать. А что их сейчас-то не сделать? Не знаю, в понедельник будут звонить, что скажут. Так они вам что сказали, когда починят? Ну вот, сейчас погода наладится, сказали, починят. А зачем для этого погода? Не знаю, может, у них времени просто нет, а не погода на нас. Может, у них желания нет? Возможно, может и желание, может и не хочется им что-то это. Как-то. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. Ну, мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем это делать. Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить.
Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада – безграничная власть. Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами. Он типа рассказал, как мы следующий год будем жить. Ой, никак мы не будем, так же будем жить. Как сейчас живем, так и будем. Сказал, что Запад наш враг. Ну, это однозначно. Даже говорить нечего. Мы это сами знаем без него. Что? То, что они враги наши. Что он говорит нам? Ой. А почему они враги? Ой, как вы объяснить, я даже не знаю, я блин. Как сказать правильно же. Согреюсь мыслями, соберусь, блин. Оля, ты бы за Навального проголосовала? Естественно. Да, мне кажется, большинство адекватных людей его поддержит. Потому что так же, как и этого, как он, Бондаренко, что ли? Кстати, что-то его не слыхать, не видать, где он? Что его сняли? Такой молодец, справедливый он вообще. Ну, Вот таких вот надо бы, блин. Кто он был в Саратове, я что было? Ой. Он вечно там сидел, орал, да орался. Ну все, его сняли с должности. За то, что он много правды говорил. Ага. А кому здесь правда нужна? Вот он сидит, ему правда наша нужна? Не нужна она ему. Вот он там сидит и вот и врет всем. Все. А мы верим. Уши развесили, все прекрасно. И жилье нам улучшит, и газ, там что-то все нам. Да ничего этого не будет, девчат. Не будет. Вот как мы здесь жили, так и будем жить. Нам нужно продолжать войну или нет? Конечно, ее бы не надо бы, не надо бы. Ну, как мы же ее не остановим, она вон как идет. Не остановится она, война. Это будет еще хуже и хуже. Всех и жалко. Вот посмотришь там на Украине, такие же дети, такие же пожилые люди. Вот по подвалам, вот это вот все. Жалко их прям. Ой, прям не могу. Сейчас еще Пашка долго тоже не звонит. Может, переживает. Когда он звонил последний раз? Это уж давно. Почти скоро месяц уже будет, наверное. Пусть он мне не родной сын, но считай, мы тут как семья, я его провожал как родного сына. За что Паша воюет? А? За что Паша воюет? За нас. Чтобы что? Чтобы это, мы все были живы, чтобы это... Ой, не могу сейчас. Она не кончится, вся эта делегация. Привет. Все только начинается.
Нахрен надо, и последний раз я похожу в пизду. Почему? Да, что, может подумать, что будет? Почему не будет? Вот именно не будет. Вы так вот сидите, ничего не будет. Вы никогда никуда не уходите. Ничего не будет. А вы откуда знаете? Может, что-то поменяется? А представь вот так вот, раз у нас все планы поменяются. Ага. Куда-нибудь. Должны как-то вместе быть заодно. Ребята не выйдут с ними? Понятно. Я руководитель общественной организации, юрист. У нас руковожу общественной организацией «Союз потребителей». Мы оказываем помощь юридическую разным категориям граждан. У нас очень остро в последнее время стоит и ситуация с аварийными домами. Люди также обращаются по этим вопросам. На данный момент присутствует такая проблема, что все, что у нас льется с канализации, это льется прямо в подвал. Мы обращались, мы говорим, давайте как-то вместе будем, потому что мы сами не сможем. То есть машины к нам сюда, никакие сантехники не едут, не идут в подвал и не залезет никто. Все вот так вот от нашего дома, типа нет. Мы позвонили им, они сказали, машину нанимать, чтобы это все откачать, это очень дорого. Естественно, мы предлагаем, давайте мы будем складываться как-то, вы нам как-то, может быть, машину дадите, да, например, как-то вот так вот, чтобы мы сообща это все делали. На что нам сказали, нет, ну как-то нам навстречу, не совсем я вижу, что идут. У нас в соответствии с жилищным кодексом граждане, малоимущие граждане, имеют право на улучшение жилищных условий. Во-первых, если обеспеченность квадратными метрами недостаточная для семьи, к примеру. А также, во втором случае, если их жилое помещение непригодно для проживания. В данном случае у нас администрация должна в неочередном порядке предоставить жилое помещение. Это одна из альтернатив, как признание дома аварийным. Это во-первых. Во-вторых, что касается признания дома аварийным. Вы не заявляли в межведомственную комиссию, в администрацию заявление о том, что провести комиссию по исследованию дома является дома аварийным. Нет, не заявляли. Туалет нету, на улицу выходим, дом срем и выносим туда, выкидываем. Здесь все проживающие, все туберкулезы, всякие болезни, и дети, и взрослые, и все мы болеем от этого. Все, я рабочий, я не мог заработать такой деньги, что это самое. Очередь стояли, двинули. И никогда не получил. У кого есть деньги, получают. Я с 91 года стою в очереди. На что? На квартиру. На улучшение жизненных условий? Да. Только что-то я все дальше ухожу, дальше. Но у вас в плане, по последним данным, что ремонт крыши в 2043 году, несущие конструкции в 2032, фундамент в 38, фасад в 25-м, ремонт подвалов и выходов из подъездов зданий и цокольных этажей 2025 год. Вот. У вас в плане по капитальному ремонту в карточке дома указано. Честно говоря, смотря на дом, это абсурдно делать фасад до того, как сделать крышу. Вы хотите, что я прожил еще 100 лет, что ли? Откуда? Мне 68 лет. Дождитесь ремонта. Когда это мне дождаться? Ну вот я говорю, что в плане фонда капитального ремонта такие указаны даты. Я предлагаю сейчас, во-первых, сделать две параллельные вещи. Первое, вам встать как малоимущим на учет и встать на улучшение жизненных условий. А параллельно действовать, соответственно, предъявить администрации требования, привести дом в надлежащее состояние. И, соответственно, что такого стоит у нее на балансе, и провести капитальный ремонт указанного дома. В случае, если администрация в этом плане бездействует, то можно в судебном порядке обратиться. Поэтому давайте я подготовлю, дадите контакты, передадите, я вам подготовлю перечень того, что необходимо. И на каком-то промежутке времени посмотрим, что будет. Смотрите сюда, вопрос, посмотрите. Им не легче нас расселить отсюда, в Волоновку, а это просто сделать как по воде. Так это было уже, когда свет делали позапрошлом году. Там он приехал, говорит, ну что ты Волоновку, там дома брошенные, ехай живи. Нет, смотрите, она относится к населенному пункту Новоузенск. А как же? Район. Не район, нет, смотрите, есть район, да. А есть город Новоузенск. По закону они могут только в пределах населенного пункта, в котором они проживают. Не муниципального образования, а населенного пункта. Из города Новоузенск? Да, город Новоузенск.
А так как у нас нету жилья, то есть он в Киевке, в Алоновке. Знаешь, можно какую-то точку нас отправить. Да, вот, и живи там. Какой-нибудь ветхий домик будет стоять, который не сегодня-завтра на тебя рухнет, так же, как и здесь. И живи там. Подпорки, что хочешь ставить. Не работай там так же, ничего. И смысл. Будем пить. Нас хотели так расселять, хотели нас так расселять. А пустого порожня переливать, это бестолковая работа. Что толк переливать ставить? Просто так молоть. Что ставить? Собирайте вещи, в Алловку поедем. Да ж машину заводить. Все, сейчас. Привозить будет. Да. Трактор с прицепом. Сделаю вперед. Так, девчат, я первый, потому что у меня побольше вещей, мебель. Я самый первый. А вы потихонечку ставите. По этажам будем. Ничего нам не помогут. Сейчас только, знаешь, что еще хуже будет? Нас могут выселить отсюда. Скажут, вам что, здесь плохо жилось? Ну, они же не могут вас на улицу выселить. Так, стись. Что ты? Все в их руках. А мы никто. Контакты передадите вы? Да, просто вопросы соберите мне, а я на них накажу. Смотрите сюда. Она сидит, смотри. Сейчас куда-нибудь. Оля, где вы видите себя через 10 лет? Через 10 лет? Вообще бы не в этом городе даже. Не хотела бы здесь оставаться. Я планирую вообще куда дальше. Может, перееду. Пока не знаю. Пока только план. Куда? Ну, пока не знаю точно. Может, в Казань. Туда хотелось бы. Почему Казань? Там у меня знакомые живут. Туда хотят, чтобы я к ним приезжала. Как бы мне нравится там. Ну, не знаю, посмотрим. Может, Война план покажет. Может, я завтра замуж выйду вообще. Я никуда не поеду, буду детей рожать кучу-кучу. Да. Все одноклассники уже замуж повыходили, поразвелись, опять замуж повыходили, а Оля у меня всего на одном месте. Я в ожидании чуда. Кучу детей уже понарожали, блин. А вот семья не давит на вас? Давай скорее, замуж. Поэтому, наверное, я не хожу. Замуж успеет. Замуж не напасть, как замужем не пропасть. На мои грабли не надо наступать. Дело говорит. Вот ее поторопили, она что теперь разочаровалась женщина. Я сама? Ну как я могу с тобой соперничать? Ты же отличница, красавица. Богатые родители, дорогие живут. Естественно, что тогда он поступил. Что за глупость? Все. Теперь. Нужно было, конечно, это быстрее все делать. А теперь он мой муж. Если бы была вода, нормальный душ, имею в виду. Я, например, с утра не могу запланировать то, чтобы я голову помыла, потому что это долго. Ну, получается, это неудобно. Да, В нашей больнице давно не хватало такого. Являются постоянным местом пребывания акул, в отличие от богам, где они проводят целый сезон. Это скорее Здрасте. Здрасте. Спасибо вас. Пошли. Оля, давай скорее одевай.
Румянец. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. А что это такое? Февраля – символичная дата, которая укрепляет народную память и гордость за доблесть наших предков и сегодняшних воинов. Сегодня мы поздравляем всех мужчин с праздником, с Днем Защитника Отечества. 24 февраля 2022 года Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. Иного выбора у нас просто не было. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Зайду такая, все люди как люди, а я суперзвезда. Да. Так пойду. И вот так пойду. Ну здрасте, сейчас я начну тут переодеваться, блин, как на подиуме, блин, ходить тут. Так и целую колодку бывает тепленькие, такие хорошо подают. Зачем, что? Ватные штаны давай одену, что? Вот так будет. Ничего, в халате, в этом платье. Поет, Лена, колхозник. 22-й год мода. Надо путь покрепче зашить, нахуй. Я вот так вот подниму волосы. Лаком покрой такая, ну вот так зайду в кафе, блин. Дверь с ноги так, блин. Что, поботаем, блин. Цепи надо одеть сюда. Эх, а моя резинка, где этот волос? От трусов? Иди ты пизду тебя, блядь, нахуй. От трусов, блядь, да. Ты так и жжешь, чтоб я что-нибудь сказал похабное. Ты, блядь, какой ты язвы, ебать, а? А на чем же ты ехать-то собралась? Блядь, все едут, а я что, хуже всех, что ли? На чем, говорю, блядь? Я на чем? Да. На 11 номере. Все, говорит, едут, конечно. А кто едет? Я вот не еду, что-то туда мне какие-то Поехали, поехали. А что там делать? Блядь, на нас смотреть будешь. А как я зайду, скажу, ты, ребят, ты кто такой, иди нахуй отсюда. Нам не скажешь, а тебе скажешь, блядь. Там что, пригласительные билеты должны быть? Да хватит, пожалуйста, обыкновенный кафе, Сергей. Что ты мозги делаешь? Там просто одеться, ну что, поприличнее надо. Да, у меня галстук есть. Ты, блядь. Одеться надо там, ты же не зайдешь, как не понял. Ну что, заводить что ли машину? У тебя прав нету? Как же нет, есть, ты что? Да? Тогда грей машину, поедем. Ну мы так пригласим весь Пентагон. Да, конечно. Народ туда загоним лавой. Они там, вообще тогда что будет тогда? Не надо такую компанию. Ой, что ты, блядь, не надо себе компанию сразу, блядь. Тогда вообще что будет? Да? Нас всех выкинут оттуда сразу. Пентагон гуляет. Они не знают, что такое. Просто как сидеть надо нормально, а не вот это. Ну что? Там надо сидеть прилично, поприличней. Три девицы под окном. Точно. Три девицы. Боже, вечерком, да? Когда мы еще по ночному Новоденску покатались? Полюби, меня полюби.
Давайте, девчат. Давай туда. Чё? Это мой дядя. Она, да. Да, она сама, да. Как впереди. Да. Я посмотри, подожди. Свет, вы откуда, скажите? Отсюда. А? Отсюда. Отсюда, с Ключенска, да? Ну, это отрава, конечно, девчат. Но если вы хотите нормально, я сейчас вам привезу просто так от души, который я дома сделал. Сам. Тройной очистки, все нормально, который в жизни никогда болеть не будет. Ну, если привезете, попробуем. Это печальный дом. Печально очень, да. Она знает, про что я говорю. Мы пожарные, мы если тушим там пожар, это ужас. Это ужас дом. А вы как там оказались? Так вот получилось, там оказалось я. Судьба туда меня завела. Судьба, у меня тоже судьба. От безысходности вот и живем там. Куда нам деваться еще? Нет, так, нам... конечно. Ну как так, конечно, допустим, если нам помочь некому, куда нам идти? Допустим, у меня никого нету мне помогать. У вас никого нет. Вы по нации кто? Я казашка. Казашка, да? Как у вас нет никого? У вас их не то, что нет никого, у вас миллион родственников. Родных у меня никого нет, поймите меня. Родных никого нет. Если будет объяснять вам долго. Долго объяснять вам сейчас. Там людям очень тяжело. И кто там живет, я вообще не понимаю, как вообще это возможно. И вот представитель вам сидит и рассказывает, что там возможно жить. Нет, а что нам? Вы что предлагаете, допустим, куда нам? Что я предлагаю? Да. Я не предлагаю вам вообще ничего. А знаете почему? Ну потому что как это возможно? Либо ничего, либо вот 2А. Как так? Нет, ну а куда там? Нет возможности, допустим, купить даже квартиру. Не на что. Зарплата у меня не позволяет. Зарплата у меня не позволяет. Я для себя в комнате все делаю, все, что мне нужно. Да. Да. Что я все по возможности. Всей душой, от чистого сердца. Вот то есть он меня на камеру даже снимает сейчас, смотрю. Я хочу вам пожелать, чтобы вы оттуда поскорее убрались и чтобы у вас была достойная жизнь. Вы уже, вижу, женщина уже не малолетняя, вы в возрасте, да? Вот. Вы уже хотите достойно жить уже нормальными условиями. Поэтому, пожалуйста, что-то как-то меняйте в своей жизни. Я не знаю, но мне вас жалко, реально жалко. Я знаю, что это за дом, и знаю, что там за ситуация. Вот эти люди, которые здесь сидят, они не то что жертвы, они не жертвы. Эта ситуация, это дом для тех, кто не смог реализовать себя никак. Вот просто сложно. Вот. Это очень печально. Но это звучит так. Сложность в людях. Не в доме, не в администрации, не в правительстве, ни в ком. Сложность в людях, к сожалению. Это правда. Если ты не хочешь жить нормально, ты не будешь жить нормально. Ты будешь жить так, как тебя зовут? Наташа. Вот будешь жить как Наташа. Ты знаешь, Наташа, тебя зовут не Наташа, во-первых, да? Но по документам я не буду. Да, по документам. Я не буду. Я хочу сказать, Наташа, почему так случилось, что ты оказалась в доме 2? Нет, не буду я с вами спорить, не буду я об этом речь заводить. Лучше давайте не будем. Это все останется при мне. Я не имею права. Я просто извиняюсь еще раз перед вами. Но, тем не менее, хочу сказать, я в этом доме очень много раз тушил пожары. У меня было там 2 трупа, мы вытаскивали их. Это было сложно. Да, это все там страшные пожары. Вот эти, и все они по пьянке. Поэтому ситуация такая, что виноватых искать нужно прежде всего в себе.
Стоит он, вот тут, блин, раздеклешивается. Я дойду когда-нибудь пожар. Все, там поговорю. Сейчас быть кто-нибудь, будем затанцуешь, тут хочешь. Хочешь, иди танцуй. Танцуй, что ты ничего не хочу. Нет, пока не дотанцуешь. Настроение. Как ты чувствовала бы это? А я всегда, когда говорю, когда Да? это самое, значит, так и получится. Обязательно что-нибудь. Какой-нибудь конфликт или что-нибудь. Вот тебе, пожалуйста, вот он. Стоит он не умничает. Можно подумать, что он сам себе все приобрел самостоятельно.